Сегодня мы будем изучать транзистор, а конкретно включение транзистора в схему усилителя. Существует три базовых схемы включения транзистора в усилителе. Мы на схеме видим NPN-транзистор на всех трех схемах. Для работы NPN-транзистора нам нужно положительное напряжение плюс на коллекторе, отрицательное напряжение на эмиттере и положительное напряжение на базе. Чем отличаются все эти три схемы? Тем, что в первом случае в схеме с общим эмиттером эмиттер находится на земле с общей базой. У нас база находится на земле, эмиттер у нас это вход. Мы подаем сигнал на вход. Снимаем с коллектора, как и в первом случае. И третий случай – общий коллектор или эмиттерный повторитель, по-другому называется такая схема включения. У нас коллектор находится на земле, и снимаем мы сигнал с эмиттера. Чем отличаются эти схемы? Первая схема с общим эмиттером имеет маленькое входное сопротивление и большое выходное сопротивление. С общей базой имеет очень маленькое входное сопротивление и очень большое выходное сопротивление. Кроме того, в первой схеме с общим эмиттером фаза сигнала на входе и фаза сигнала на выходе отличается на 180 градусов. То есть транзистор инвертирует фазу сигнала, который поступает к нам на вход. В схеме с общей базой фаза сигнала у нас не изменяется. Какой сигнал на эмиттер поступил, с такой же фазой он у нас и на коллекторе снимается. И третья схема отличается тем, что она не усиливает по напряжению. Сигнал, который мы подаем на базу, мы снимаем с эмиттера с небольшим ослаблением, но он у нас усиливается по мощности, по току. Чем отличается эта схема? Большое входное сопротивление и малое выходное сопротивление. Мы можем сюда подавать на вход микроватты, а с эмиттера снимать милливатты. То есть он у нас все-таки усиливает, но усиливает по току, а не по напряжению. Это что касается базовых схем включения транзистора. Сегодня мы рассмотрим одну из них, схему с общим эмиттером. Вот мы имеем такую схему. Так, отодвинем, чтобы нам не мешало. И здесь. Значит, давайте договоримся. В программе функциональный генератор идеальный. Что это значит? Это значит, что внутреннее сопротивление этого генератора равно нулю. И если мы его будем подключать прямо в схему, он будет нарушать реальную работу усилителя, то есть мы не увидим, как оно будет в реальности. Поэтому во всех схемах я добавил вот это сопротивление на 1 кОм, задав таким образом внутреннее сопротивление функциональному генератору. Таким образом мы приближаемся к реальности. Чем эта схема отличается от того, что
мы рассмотрели впереди? Ну, практически ничем. Значит, это мы изучим как раз, как в принципе работает эта схема. Значит, для открытия транзистора, для управления транзистора, нам нужно смещение на его базе. Если мы заземлим сопротивление и подадим сюда сигнал, то при определенной амплитуде он у нас на выходе появится, при определенной амплитуде на входе. До этой амплитуды он у нас будет обрезаться. Поэтому, чтобы вывести транзистор в линейный режим, нам нужно смещение на его базе, чтобы приоткрыть транзистор на половину напряжения выходного и чтобы он у нас работал в линейном режиме. Вот у нас источник питания 0,67 вольт. Сопротивление R2 нам необходимо для того, чтобы мы могли управлять транзистором, подавать на него сигнал для усиления. Если не будет этого сопротивления, то мы не сможем усилить наш сигнал. R1 это у нас нагрузка транзистора, то есть выходное сопротивление нашего усилителя. И питание на коллектор мы подаем 12 вольт. Включим эту схему и посмотрим на его параметры. Что мы имеем? На входе мы имеем 28,8 милливольта. На выходе мы имеем 6,66 вольта. Давайте посчитаем коэффициент усиления нашего усилительного каскада. Так, считаем. 6,660. Прям число дьявола. Так, разделить на 28,8. И мы получаем коэффициент усиления нашего каскада равен 231 с лишним. Вот это схема с общим эмиттером. Давайте теперь посмотрим, как влияет выходное сопротивление на усиление нашего каскада. Изменим это сопротивление, ну, допустим, на 10 килоом. И включим нашу схему. И что мы увидели? Мы увидели ограничение. Попробуем посмотреть, не сигнал ли у нас слишком высок. Нет. Нет. У нас теперь недостаточно смещения на этом транзисторе. Вернее, нет. Он у нас слишком открыт. Коэффициент усиления большой, и этого напряжения с лихвой. Давайте поставим 0,6 вольта и посмотрим. А это уже многовато. Так, теперь давайте
0,64 поставим. Вот, мы вернулись на прежний режим работы. И теперь давайте посчитаем наш коэффициент усиления. Так, 7,560. 7,560 милливольт разделить на 30,6 милливольта. И мы получим коэффициент усиления 247. Как вы можете заметить, коэффициент усиления нашего каскада увеличился. Хотя и пришлось нам менять смещение на базе транзистора. И это практически максимальное выходное напряжение нашего каскада, поскольку, как мы видим, положительный полупериод у нас уже дает искажения, нелинейные искажения, которые приведут к появлению гармоник на выходе нашего каскада. Поэтому это будет чересчур большой сигнал для нашего каскада, и чтобы он работал без искажений, нам надо снижать выходное напряжение нашего каскада. Что можно еще сказать об этом усилителе? Он не термостабилен, так как не имеет отрицательной обратной связи. Он нестабилен по отношению к напряжению. Если мы изменяем напряжение, ну давайте посмотрим, 9 вольт поставим и проверим работу нашего усилителя. Как видите, у нас пошло сразу же искажение нашего сигнала, ограничение по нулю. Давайте мы еще уменьшим сигнал. Вот. Что это произошло? У нас усиление каскада упало, но из-за уменьшения напряжения у нас сигнал, отрицательный полупериод, доходит до нуля, и ниже ему опускаться уже некуда. Поэтому идет ограничение сигнала положительной полуволны. Так, на этом эта схема все. Недостаток предыдущей схемы в дополнительном источнике питания, необходимого для смещения транзистора. Но так как у нас на смещение транзистора нужно подавать ту же полярность напряжения, что и на питание нашего усилителя, поэтому обычно делают таким образом. С источника питания ставится делитель на базу транзистора, и получаем смещение на базе. Давайте мы вернемся к предыдущей схеме и посмотрим, какое здесь напряжение у нас на базе. На базе у нас 620, да, это при 9 вольтах. Ну да, мы же настроили, нет, все-таки при 9 вольтах. А нам нужно 12 вольт. Вернем 12 вольт и померяем. И смотрим, на базе транзистора мы имеем 627 милливольт смещение. Теперь на эту схему посмотрим.
А здесь мы имеем 649 милливольт. Ну, в тех же пределах 648 милливольт. Избавились мы от дополнительного источника смещения, добавив один резистор. Схема ничем не отличается от предыдущей. Здесь мы не будем менять сопротивление в коллекторе. Она имеет полностью те же недостатки, описанные выше. Термостабильность низкая и стабильность по напряжению низкая. Причем, если вы будете разрабатывать какую-то схему, вам необходимо либо рассчитывать эти сопротивления, учитывая коэффициент усиления транзистора, а так как они имеют разброс параметров, то каждый экземпляр надо будет подбирать, рассчитывать в отдельности. Каждый, либо подбирать транзистор по коэффициенту усиления H21. Теперь давайте рассмотрим вот такую вот схему. Здесь она отличается от предыдущей схемы только одним дополнительным сопротивлением в эмиттере транзистора. Что это за сопротивление? Это сопротивление вводит обратную связь по току, отрицательную обратную связь по току в нашу схему. Зачем это необходимо? Это необходимо для увеличения термостабильности нашей схемы и стабильности по напряжению. Давайте включим нашу схему и посмотрим. Что мы имеем? На входе 27,4 милливольта, на выходе 1,51 вольта. И давайте посчитаем коэффициент нашего усиления. Так, 1510 милливольт разделим на 27,4, на 27,4, и мы имеем коэффициент усиления всего 55. Уменьшив усиление каскада, мы тем самым, не благодаря уменьшению, а благодаря отрицательной обратной связи, мы повысили стабильность этого каскада и увеличили разброс параметров нашего делителя и нашего транзистора. В этой схеме будет более предсказуемо работать каскад, несмотря на отличие в коэффициенте усиления транзистора, зависящего от экземпляра к экземпляру, так и от сопротивлений, от точности этих сопротивлений. Теперь давайте еще одну схему рассмотрим. Вот эта схема, она похожа на предыдущую, но мы убрали из базы резистор, который шел у нас на землю. И теперь давайте сначала остановим здесь, а теперь запустим здесь. Что мы видим? На выходе 842 милливольта. 842 милливольта. На входе 39,3. На входе разделить на 39,3 милливольта. Мы получаем коэффициент усиления 21,5. Так, а теперь обратим внимание на вот этот вот конденсатор. В этой схеме у нас отрицательная обратная связь эмиттерная, и она у нас
усиление снизила до 21, коэффициент до 21. А можно ли увеличить коэффициент усиления этого усилителя, имея ту же термостабильность и стабильность по напряжению, но по напряжению увеличить коэффициент усиления? Да, можно, если мы зашунтируем отрицательную обратную связь по переменному напряжению, по переменному току. Включаем выключатель и ждем, пока у нас зарядится конденсатор. Он у нас большой емкости. И пока он зарядится, у нас происходит переходной процесс в схеме усилителя. Ожидаем. Ну вот, в принципе, переходной процесс произошел. И теперь мы имеем на выходе 6,42 вольта и на входе 64,8 милливольта. Давайте замерим коэффициент нашего усиления. Так, 6,410 милливольт разделим на 35,3 милливольта, и мы имеем коэффициент усиления 181. Как видим, повысив стабильность нашего каскада, введя отрицательную обратную связь по току, мы сохранили коэффициент усиления нашего транзистора на высоком уровне. Теперь еще одна схема. Остановим здесь и смотрим еще схему с общим эмиттером. Вот есть еще такой тип схемы, который мне нравится больше всего. Этот усилитель у нас связан отрицательной обратной связью по напряжению. Вот этим вот сопротивлением. Что это нам дает? Как и в предыдущих схемах, введение отрицательной обратной связи по току у нас повышает стабильность по температуре и по напряжению. Эта схема, можно сказать, саморегулируемая. Во-первых, давайте, хотя это надо было давно сказать, что такое отрицательная обратная связь. Отрицательная обратная связь – это такой механизм, который старается внести изменения на входе, чтобы эти изменения уменьшились на выходе. То есть, если мы здесь добавляем напряжение, то это напряжение нам спешит уменьшить напряжение на входе. И вот эта схема сопротивления, вот это R3, оно может иметь большой разброс, как, собственно, и коэффициент усиления транзистора будет влиять гораздо слабее, чем в предыдущих схемах, на повторяемость. То есть, если вы
поставите на один такой транзистор сопротивление, подберете его, и потом такие экземпляры будете повторять, то, несмотря на различие в коэффициенте усиления H21 для каждого отдельного экземпляра, он будет работать стабильно во всех случаях. Ну, давайте запустим нашу схему и посмотрим, что мы имеем. Мы имеем на выходе 5,49 вольта, 5,490 милливольт, разделим на 20 милливольт, и мы получим коэффициент усиления 274. Как видите, в этой схеме транзистор один и тот же во всех схемах применялся, но в этой схеме коэффициент усиления самый высокий, 274,5. Как и в предыдущих схемах, сопротивление R1 в коллекторе, его величина влияет на коэффициент усиления нашего каскада. Чем выше это сопротивление, тем больше усиление нашего каскада. Теперь давайте рассмотрим еще одну схему. Вернее, прежде чем ее открыть, я скажу, можно ли увеличить, как в предыдущей схеме, зашунтировав обратную связь по переменному току в этой схеме, разделив сопротивление R3 на 2 и где-то в середине зашунтировав конденсатором на землю обратную связь по переменному напряжению. Давайте посмотрим. Так, E5 открываем и запускаем. Вот наша схема. Наше сопротивление разделено на 2, и конденсатор будет шунтировать обратную связь по переменному напряжению. Включим и посмотрим. Значит, для начала посчитаем коэффициент усиления в таком случае. Имеем 3,060 разделим на 11,1 милливольт. И мы имеем коэффициент 275, как в предыдущей схеме. Так, а теперь давайте мы включим ключ. И мы видим, что напряжение на выходе у нас было 3,060, а сейчас у нас напряжение 4. Оно пока изменяется. Тоже стабильность, вернее, переходной процесс происходит. Нет, это вот 4,46, а было 3,060. Теперь давайте считать. 4,460 разделим на 16,5 вольт. Милливольт с половиной. И мы получим коэффициент усиления 270. А в предыдущем случае, когда мы не шунтировали конденсатором, у нас был коэффициент 275. А что произошло? А произошло вот что. Мы не обратили внимания, что
В предыдущем случае у нас на входе было 11,1 милливольта, а в этом случае у нас 16,5 милливольт. А что это произошло? А произошло вот что. Переменное напряжение с выхода через эти сопротивления не попало на вход и не компенсировало входное напряжение в противофазе за счет вот этого вот конденсатора. Когда мы выключаем, мы повышаем коэффициент усиления нашего каскада, но за счет обратной связи мы изменяем входное напряжение, уменьшаем входное напряжение и получаем на входе при реальных источниках входного сигнала, которые имеют входное сопротивление, как в нашем случае 1 килоом, мы видим, что обратная связь у нас уменьшает напряжение на входе. И мы могли бы думать, что мы повысили коэффициент усиления. На самом деле нет. Коэффициент усиления транзистора у нас упал, но напряжение на выходе у нас все равно повысилось. На этом все. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Жду вас на своем канале. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. До свидания.